Трагическая ситуация. 11 человек спаслись из-за суровых погодных условий. А море — самый снежный город, ну, явно не для зимы. Здравствуйте, мои дорогие снобы, меня зовут Виктор, и я рад вас приветствовать на моем канале Аомори для снобов. И я вместе с вами посещаю интересные места этой японской префектуры и рассказываю вам об этих местах. Сегодня мы идем в весьма знаковое место для этой части Японии, в мемориальный центр 5-го пехотного полка, с которым произошла трагическая ситуация в 1902 году. Тогда Япония готовилась к войне против Российской империи, и для того, чтобы потренироваться к суровым зимам, 200 человек, чуть более 210 человек пошли в сторону горы Маруяма, но налетела буря, и 199 человек погибли, замерзли, потерялись, потом замерзли, и только 11 человек спаслось. И вот в честь этого трагического события здесь построили музей в память об том инциденте. Кстати, в память о том инциденте есть фильм художественный, снятый в 70-х годах, и этот фильм частично снимался в лесном музее, в котором мы были. Если не смотрели, то здесь посмотрите. И там один из залов посвящен как раз и этому, в первую очередь, этому фильму, но также и этой ситуации. И вот тут как раз снегом завалило крышу, вот здесь прям такие огромные ледяные валуны. И это как раз является таким знаковым символом того, что из-за суровых погодных условий, в первую очередь из-за суровой метели, которые здесь действительно суровые, вот люди погибли. Давайте пройдем внутрь и посмотрим, что там у нас есть. Мы здесь еще не были, поэтому будет интересно вообще в первый раз вместе с вами изучить это место. Итак, на входе нам раздали вот такие вот брошюрки на английском языке. Здесь очень подробно расписано и про экспонаты, и про саму трагедию. На входе здесь статуя капрала Гото Фусановски, во главе с которым как раз 11 человек спаслись. Он их вывел. И вот здесь начинается экспозиция, которая не очень, в принципе, большая, но интересная. Собственно, это план территории. Вот здесь международная панорама. Ну и здесь уже такая вот интерактивная историческая часть. Модель как раз полка, который пошел в этот марш-бросок. Всего, кстати, они прошли более 200 километров, и длилось это все мероприятие 11 дней. Вот, и в тот как раз, когда они отправились в поход, как раз ударили рекордные морозы, поэтому оно все так и закончилось. Здесь можно нажать кнопки и послушать что-то более подробно. И вот такая интересная часть. Это кино, где-то 10-15 минутное об как раз этой ситуации, где красочно показывается, все рассказывается. Можете присесть, послушать, правда, на японском и без субтитров английских. Здесь уже артефакты, дневники, книжки, посвященные вот этой вот трагедии. Фотография уцелевших, 11 человек. Рельефная карта, как раз, которая показывает маршрут, как они петляли. Небольшое кино. Единственное, кнопки здесь как-то они не работают. Их сухпайок, вот то, что они с собой взяли. Ну и вот так они были одеты, в такой вот суконная пальтишко, с капюшоном, фуражка. Ну, как бы слабо, конечно, они были одеты. И самое главное, ботинки. Вот эти соломенные ботинки, которые с щелями, ну, явно не для зимы. Не для зимы форма была, поэтому, конечно, я думаю, это сыграло существенную роль. Здесь как раз фотографии тех участников этого похода. Вот их личные вещи. Вот здесь моделька, как они прятались от пурги в снежном окопе. Другие артефакты. Здесь, что вот мне нравится, пусть и небольшим шрифтом, не очень наглядно, но тем не менее практически вся основная информация продублирована на английском языке, на корейском языке. Так что можете почитать, но в принципе вот оно здесь все есть. Так, у нас какой-то альбом. Это как происходит обморожение. Ну, не будем страшные картинки смотреть. И в принципе все. В принципе, экспозиция небольшая, но она интересная. Сам музей, он
если даже не новый, то очень в хорошем состоянии. Ну, выглядит как достаточно новое здание здесь. Интересно, поэтому если интересуетесь историей, если интересуетесь русско-японской войной, вообще этими территориями, то здесь определенно стоит сюда приехать. Я не уверен насчет общественного транспорта, но оно находится как бы в черте города, так что рекомендую. И если выйти на задний двор, то здесь как раз могилы, а по другим сведениям не могилы, просто надгробия как раз погибших в этом походе японских солдат. Говорят, что основная масса останков реально была захоронена вот после трагедии сразу, а вот это кладбище было уже сооружено годом позже, в 1903 году, поэтому неизвестно, есть ли там реально останки этих людей или нет, но не суть важно. Здесь можно немножко, я думаю, пройти, если почистили. Когда снега нет, я думаю, тут есть как раз таблички, в которых вот это все объясняется. И вот тут вот как бы видно, да, вот там вот надгробия офицерских могил и немножко видны столбики. Да, но снега, видите, много. Вот Аомори самый снежный город из больших городов, поэтому сейчас там особо не пройдешь, ну и особо ничего не посмотришь. Но в любом случае место исторически интересное, сам музей такой интерактивный, весьма современный относительно, дублируется на английском языке, поэтому я думаю, что любители истории здесь получат удовольствие. Итак, друзья, если вам видео понравилось, то поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь на канал. На этом я с вами не прощаюсь, я говорю до свидания и до скорых встреч в Аоморе.